Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я не буду показывать вам очередную какую-то композицию или свою работу в готовом варианте. Даже не то, что... вы меня поняли. Сегодня мы с вами сделаем просто цветочек. Пришла весна, хочется делать весенние цветы, и я хочу начать свою весну с тюльпанов. Как мы знаем, что на 8 марта всегда дарят тюльпаны, поэтому почему бы не сделать и не попробовать их самому. На моем канале есть несколько видео по созданию тюльпанов, они совершенно разные, но мне хотелось создать немножко более реалистичный вид, но я все равно выбрала те цвета и оттенки, которые мне нравятся больше. Я не использую зеленую яркую бумагу, я всегда использую или оливковый цвет, или какой-нибудь такой приглушенный цвет мха. Мне нравятся эти оттенки в букетах и в композициях, поэтому выбираю их. Также я решила немножко разнообразить цветом. Если вы зайдете в интернет и посмотрите, то тюльпанов огромное количество. И разновидность окраски, разновидность формы, они бывают совершенно разные. Кстати, даже сегодня я узнала, что, оказывается, даже у тюльпана есть коробочка. Это какой-то там определенный сорт, у которого есть сухоцвет. Впервые его увидела и прочитала о нем на Википедии. Поэтому перед тем, как создать какой-то цветочек, всегда хочется о нем побольше узнать. Я открываю интернет и начинаю искать про него информацию. Ну а также, если вы не подписаны на мой инстаграм, переходите снизу по ссылкам, подписывайтесь, потому что именно там вы найдете намного больше информации, чем на ютубе, потому что я очень часто выкладываю туда новые фотографии, какие-то анонсы своих работ, и только после того, как вы увидите это в инстаграме, вы увидите мастер-класс уже на ютубе. Ну и немножко такая предыстория, почему я в принципе люблю разукрашивать цветы, придавать им какой-то другой цвет, добавлять им какой-то оттенок, потому что я от природы художник. Я все свое детство постоянно рисовала, и даже сейчас, неважно с каким материалом я работаю, мне всегда хочется его разукрасить. Поэтому думаю, что в ближайшее время, в принципе, впереди вас ждут видео, в которых я буду разукрашивать цветы, придавать им совершенно другой цвет и оттенок. Будем создавать с вами что-то необычное. А теперь давайте приступать, и я покажу, как сделать такие тюльпаны. Ну и в первую очередь мы делаем сами лепестки. Из кусочков 5 на 7 сантиметров. Разрезаем и будем вклеивать вовнутрь проволоку. Используйте любую тонкую проволоку. Она не должна быть толстой, потому что склеивать будет неудобно и будет сильно заметно. Я беру тоненькую проволоку, склеиваю я термоклеем. Для меня это самый удобный вариант на данный момент. Вы уже склеиваете тем клеем, которым вы пользуетесь. На один цветочек нам понадобится 6 таких лепестков. Я буду делать 3 тюльпана, поэтому заготовила все сразу. И вырезаем. Вырезаю я в принципе форму на глаз. Тюльпанов в природе 113 видов, как я прочитала, поэтому лепестки у них бывают совершенно разные. Смотрите уже, какие вы хотите, более вытянутые, круглые, продолговатые, короче, совершенно любые. Вырезали, и теперь нам нужно все покрасить. Использую я вот такой колор. Вообще он называется универсальный пигментный концентрат. Его добавляют в краску для того, чтобы добавить ей цвет. И цвет, который я буду использовать, называется вересковый. Очень красивый такой фиолетово-бордовый оттенок. Не развожу ни водой, ничем. Сразу же с баночки беру на кисть и начинаю красить в том месте, где мне хочется добавить лепестку цвет. Можно покрасить с одной стороны, можно с двух. Я буду все-таки красить с одной стороны, так как внутри тюльпана не совсем у меня будет видно. И таким образом я прокрашиваю все свои лепестки каждого тюльпана. И оставляем все сушиться. Сушится оно быстро. Теперь сами тычинки. На один цветочек нам понадобится 6 тычинок. Я даже умудрилась вставить в один цветочек и 7, но ничего страшного. Как ее сделать? Очень просто, не обязательно сразу покупать готовые. Берем маленький кусочек бумаги, это где-то шириной 3-4 мм на 2-2,5 и буду приклеить к тонкой проволоке. В этот момент я использую клей Tacky Glue. Очень часто мне про него писали, но скажу так, в работе с гофрированной бумагой мне он не нравится. Именно с этой гофрированной бумагой плотностью 180 грамм. Не склеивает он так хорошо и нужно просто-напросто долго ждать. Но когда бумага растянутая или тонкая бумага, отличный клей. Напоминает мне ПВА, но очень-очень-очень густой.
Поэтому все мелкие детальки я склеиваю этим клеем, а вообще пользуюсь только термоклеем. Наношу клей на проволоку, приклеиваю наполовину к своей заготовке, сверху прокручиваю, загибаю и тоже прокручиваю между пальчиком, чтобы немножко выровнять форму. И снизу ножку нашей тычинки я буду обматывать тейп-лентой. Можно использовать гофрированную бумагу. Лепестки готовы, тычинки готовы. Теперь переходим к самой серединке. И буду ее делать из кусочка фольги, приблизительно 6 на 6 сантиметров. Делаю вот такие заготовки. Нам понадобится их 3 штучки. Я не делаю точь-точь, как в настоящем тюльпане. Делаю что-то приблизительное, потому что я не стараюсь свой тюльпан принести к какой-то определенному сорту или идеально сделать. Я хочу просто приблизительно сделать тюльпан, который будет похож на настоящий. Делаю 3 вот таких заготовки, и пока у меня греется термоклей, я покажу, как правильно выгибать сами лепестки. Беру лепесток и первым делом подкручиваю край. Край подкручиваю не за один раз, а несколько, для того, чтобы у нас получилась такая мелкая волна. После чего начинаю выгибать. Выгибаю именно снизу лепесток и чуть-чуть сверху. Но нам нужно придать вот такую форму, чтобы лепесток именно снизу был сильно выгнут, а в середине мы его не то что растягиваем, мы как бы выгибаем пальцами форму, делая ее округлой. И затем я большим пальчиком упираю прям в проволоку и начинаю второй рукой закручивать все края вовнутрь. У нас получаются вот такие лепестки. В зависимости от того, какого размера, какой формы вы вырежете сам лепесток, форма вашего тюльпана в итоге поменяет. Теперь переходим опять к серединке. Беру проволоку, берите любую проволоку и приклеиваю к ней наши 3 заготовки. После чего обкручиваю тейп-лентой. Тейп-лента на клеевой основе, и с ней очень удобно работать. Немного ее растягиваю, убираю лишнее. Пашкой или любой спицей я продавливаю между фольгой. Получается вот такая заготовка. Теперь прикручиваю тычинки. Их 6 штук, но я просто посчитала на каждую, у меня была одна лишняя, и мне ее было жалко выкинуть. Поэтому у одного моего тюльпана 7 тычинок. Прикрутили, выгнали их и будем прикручивать сами лепестки. Первым слоем 3 лепестка и вторым слоем еще 3 лепестка между лепестками первого ряда. И получается вот так. Уже смотрится хорошо, но
мне всегда хочется еще подкрасить готовый результат. Можно, конечно, оставить так. Я снова беру краситель и подкрашиваю в тех местах, где мне не нравится. Во-первых, это снизу. Я закрываю, подкрашиваю тейп-ленту, которая мне, так сказать, мешает, и склеивание бумаги. Мне не нравится, что после растяжения, там, где мы приклеивали проволоку, есть тоненькая линия. Также подкрашиваю сверху лепесток. Очень удобно это делать. Краска прямо растворяется в бумаге, она дает очень красивый переход. И насчет красителей, все красители я покупаю в строительных магазинах, они есть совершенно разные, выбирайте нужный вам цвет и оттенок, и, кстати, стоит он чуть-чуть больше $1. Я считаю, что это очень выгодный материал для работы с бумагой. Также эти красители я добавляю в любую акриловую краску и добиваюсь того цвета, который мне нужен. Вот, я подкрасила, теперь утолщаю свою ножку и буду это делать при помощи салфеток. Кстати, вот в этом случае, именно в работе с салфетками, с очень тонкой гофрированной бумагой, такой как 40 грамм, 60 грамм, этот клей подходит идеально. Сделали толщение нашей ножки и теперь нужно затейпировать, чтобы ножка была красивая. На этом этапе можно сразу приклеивать листья, но я же это сделала потом. Ну и сами листья делаются точно так же. Мы вырезаем прямоугольник нужной вам формы, разрезаем, склеиваем, вставляем проволоку и вырезаем нужный размер. Я сделала не очень длинные листья, сделала их разных размеров и начала сразу их приклеивать, хотя нужно было сначала приклеить один лист, начать затейпировать часть, затем приклеить второй лист, чтобы у вас все снизу было аккуратно и проволоки не было видно. Тейпируем ножку до конца, смотрим, выгибаем все в нужном направлении, чтобы все выглядело красиво, и тюльпаны будут готовы. Также цвет самого тюльпана, так же как и цвет листьев, выбирайте сами, смотря в какую композицию, куда вы хотите их добавить. Если вы хотите больше вариантов именно с цветовой гаммой тюльпанов, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч, пока-пока!